Всем привет! Сегодня расскажу, как сэкономить на БАДах. Да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что благодаря нашему рыбному блюду вам больше не придется покупать омегу-3, ее в нем предостаточно. 2 жирных стейка лосося как следует солим и перчим со всех сторон. Со всех сторон. Хотя, если вы предпочитаете пресные и безвкусные продукты, то можете этого не делать. Мне такое не по вкусу, поэтому положу еще перца. Добавим немного огня в нашу готовку. Включаем плиту, ставим на нее сковороду, наливаем растительное масло и кладем рыбу. Нам нужно не более 6 минут, иначе вся влага из стейков испарится, и они станут очень сухими. Как аппетитно! У вас наверняка закралась мысль остановиться и съесть то, что получилось. Рано. Еще пара минут на другой стороне. Вы чувствуете этот запах? О да, это свежий чеснок. Не можете терпеть, наденьте на нос прищепку или просто не дышите. Но нам придется его размять и порезать, иначе ничего не выйдет. А вообще, я обожаю чеснок. Фух, почти готово, можно дышать. Снова масло, на этот раз сливочное. Кладем его в сковороду, кидаем туда чеснок, чтобы из него вышел последний дух, и обжариваем слегка, но не сжигаем, как на костре Инквизиции. Добавим в наше блюдо немного ягод. Вы же знали, что помидоры — это ягода? Если нет, то, надеюсь, вы сможете пережить такое потрясение. Жаль, что именно мне пришлось нанести вам эту психологическую травму. Отомстите томатам за то, что они всю жизнь обманывали вас и прикидывались овощем. Как следует поджарьте их вместе с вонючим чесноком. А теперь насыпьте побольше соли и черного перца прямо на открытые помидорные раны. Понимаю, вы вряд ли будете в восторге, но нам придется добавить шпинат. Уж не знаю почему, но все его явно недолюбливают. А он, между прочим, вполне компанейский и неплохой парень. Готовьте несколько минут, до тех пор, пока листья не уменьшатся в объеме. Долейте-ка жирных сливок и 30 граммов натертого пармезана. Никто не говорил, что это блюдо будет низкокалорийным. Да и кого заботят калории, когда речь идет о вкусной еде? Не будьте ханжой, сыпьте еще. О, этот сырный аромат! К счастью для сторонников здоровой кухни, в этом блюде тоже кое-что есть. Например, базилик. Порежьте его помельче. Так он будет почти незаметен. То же самое сделаем с петрушкой. Берем небольшой пучок зелени и мелко нарезаем. Только пальцы не зацепите. Готовка не стоит таких жертв. Да и кровь в блюде будет лишней. Теперь отправляем зеленую смесь в наш соус и перемешиваем. Пускай продукты подружатся. Когда же это наконец закончится, думаете вы? У меня хорошие новости. Соусу нужно еще 3 минуты. И примерно столько же рыбным стейком. Будем считать, что этот лосось принимает молочные ванны. Да, он уже готов. Но ведь мы хотим пропитать его соусом. Иначе зачем его вообще было готовить? Будьте последовательными. Все, скорее кладите в тарелку и налетайте. Мамма мия, тут даже нож не нужен. Рыба настолько мягкая, что без труда разделяется на кусочки. Пожелайте нам приятного аппетита и не завидуйте. Пока!